Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши замечательные комментарии. Поучительные, грустные, веселые, трогательные. Благодарю вас. Благодарю за то, что делитесь своим сокровенным. Тема сегодняшнего расклада. Кто грезит вами? И будут ли со стороны этого человека конкретные шаги в ближайшее время? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, солнышко. Нифига себе сочетание. Солнце, звезда. Так, о чем это? Это история о том, что счастье было так близко, да? Начинаем. Характеристики на вас. Солнце яркое, харизматичное, веселое, общительное. Сама по себе энергетически наполненная и сама по себе оптимист по жизни. Где-то большой ребенок, где-то умеете радоваться жизни, несмотря ни на что и вопреки всему. Умеете увидеть радостные моменты там, где другие будут грустить. Там, не знаю уж, претензии какие-то предъявлять, вы скорее найдете прекрасное в любом моменте, в любой ситуации. Так, можете быть эгоистичны. Тут такой эгоизм детский, знаете. Вот хочу эту игрушку и все, и пофиг, что она мне не нужна. Если это во взрослую жизнь переносить, то может даже касаться выбора партнера, да, если даже изначально и мозгами можете понимать. Этот партнер вообще не закроет ваши потребности, и он, вряд ли он сможет там удовлетворить, там, ну, скажем так, вам нужно уважение, внимание, там, какой-то, какие-то у вас запросы есть, да, потребности, и вы понимаете, ну, это в принципе человек, который, ну, не может при всем желании вам их это все дать. Ну, вы можете, вот как эгоизм же, не женский, детский, надеяться, что вы его переделаете, или именно ради вас он изменится. И вот тут ни с кем он таким не был, а вот именно с вами он таким будет. Вот как-то так вот может проиграться у кого-то. Так, по звезде. Звезда, интеллект, выше среднего, все у вас замечательно. Так, внешне привлекательный, сюда же наличие талантов, у кого-то прям миссия, предназначение, кто-то идет за своей мечтой. Почему-то при наличии всех этих таких замечательных качеств, да, и тут потенциал у вас огроменный, при этом какое-то сейчас такое состояние неустойчивое, видите, шаткое, я бы сказала. Где-то даже вы ощущаете в любой момент, как будто бы можете как в бездну какую-то упасть, споткнуться. Тут, видите, изображена на этой картинке девушка, барышня такая красивая, с зонтиком. Она сидит на какой-то жердочке, да, и в любой момент птицы, которые рядом с ней находятся, вспорхнут и улетят эти вороны, а она шандарахнется вниз. Это может быть отчасти, знаете, как проигрываться какое-то окружение, которое рядом с вами. Они вроде бы находятся, но как будто бы заведомо у них более то ли устойчивое положение, или у них есть какие-то запасные варианты. Также, может быть, считать это как какие-то как вороны рядом, которые каркают, знаете, где-то за спиной у вас. И в любой момент, допустим, может случиться такая ситуация, где вы потеряете точку опоры. Ну, а эти вороны могут быть как заодно. Тут тоже такое может быть напряженная какая-то атмосфера на работе. Тут может быть с родными даже, с коллегами. Тут вот такое какое-то состояние. При этом, повторюсь, где-то это даже может вызвано с их стороны, со стороны этих ворон, со стороны этого вашего окружения. Это как конкуренция, видят вас сильного соперника, где-то зависть женская, где-то вот может быть не до конца понимание вас, даже непонимание. Вы так можете себя чувствовать, как чужой среди своих. Вот так вот, даже такие у вас могут быть ощущения. Так, тут вот по этим картам, сейчас я уточню, вампир в данной ситуации это кто? Вампир это вы?
Нет, воздержание карта написана. То есть вампир это какой-то человек рядом с вами, да, который при этом по черной кошке находится в тени и старается максимально то ли казаться вам, ну, или нейтральным, или даже как в качестве вашего, ну, друга, да, выходить вот так вот. То есть он не показывает своих истинных, там, вот эти клыки у вампира, он их так до поры до времени прячет. Вампир, да, смотрите, какая карта красивая. Тут, по идее, у мужчины правильные черты лица, да, улыбка такая белоснежная, голливудская. А под низом вот показано, видите, оскал. Тут и эти 10 рядов, как у акул, или в 3 ряда клыки. То есть это человек, который берет, потребитель, и очень мало дает. Если дает, то, мягко говоря, неприятности какие-то от него можно. То есть где-то в вашем окружении вот этот человек присутствует. Так, это скорее мужчина. Да, или это женщина. А при чем тут удача? Женщина, удача. Разбитое сердце. О чем это? Иллюзия. Знаете, мужчина 100%, вот при этом он очень хитрый. Он так периодически может камуфлироваться и свою личину скрывать. Какой-то мужчина. Если вот так прочитать в контексте с мужчиной взаимоотношения, то вполне возможно вы себя чувствуете неуверенно и в каком-то таком состоянии подвешенном из-за мужчины, который, может быть, да, не дает вам это, опять-таки, в идеале на себя должна быть опора, да, и вы сами должны себя поддержкой быть и опору на себя иметь, и в себе иметь вот это вот взращенное чувство уверенности в себе, опять-таки, счастливыми быть сами с собой, наедине с собой. Но тут вот почему-то какой-то мужчина, вот, мне так кажется, вы могли бы планировать с ним одни взаимоотношения, один формат, а он как-то вот так вот, какая-то хитрость, тут подмена понятий, как может мужчина в воздухе как переобуваться. Вы надеетесь на одно, и он мог транслировать вам эти ваши надежды, что они не беспочвенно, они не на ровном месте у вас возникли. То есть надеялись вы на одно, а по факту получаете совершенно другое с этим мужчиной. Знаете, это как грубо, ну, обещать не жениться, тут что-то похожее. Опять-таки, когда вы, может быть, вместе хорошо, удобно ему, да, он может одним быть, когда приходит какой-то там час X, да, момент какой-то, где вы задаете вопросы, а дальше к чему мы идем, что у нас за формат вообще, какое твое отношение ко мне, кем мы являемся друг для друга. Человек может, говорю, как-то уходить, ну, по лисе, по хитрой, как-то так уходить от прямых ответов, ну, и вы не получаете желаемого, желанного. И при этом вот карта, вот, а счастье было так близко, вы могли себе уже раз там распланировать, запланировать, намечтать. И уж точно вы не готовы были столкнуться с какими-то вот такими проявлениями этого мужчины. А тут как будто могут у вас то ли глазки приоткрываться, или в один момент до вас доходит, бог ты мой, как я ошибалась в этом человеке. И вам может какая-то информация, карта новости по поводу него, по поводу взаимоотношений с ним. Вот тут как поступать. То есть и ваше видение, вот, допустим, совместного, это карта счастья, какого-то будущего вместе с ним. Не обязательно там союза, но в принципе, вот, да, какого-то так вместе там сотрудничества. Тут как будто бы, знаете, как две разных картинки. Вот. То, как вы это видели, мечтали, и то, как у нас в данный момент все складывается. Если это касается взаимоотношений, там, ну, в принципе, может быть, там, с друзьями, подругами, это больше как на женщин я спрашивала, окружение там какое-то. Тут тоже какая-то такая не очень приятная ситуация. Тут тоже тех людей, которых вы воспринимали как удача, что я их встретила, этих людей в своей жизни, карта рыбы. Рыба – это удача, это что хорошее. Потом вы смотрите, там какое-то разочарование, карта разбитое сердце, это мы же на вас смотрим. То есть какие-то тоже ваши разбитые мечты, ожидания, иллюзии. Карта иллюзий вышла, разбитые ваши иллюзии. Опять как прозреваете и понимаете, что, ну, каждый живет своей жизнью, и по факту как каждый как будто играет свою какую-то игру, у каждого свои там какие-то ценности. Вот тут что-то такое. Вот.
разочарование, как в мужчине, так и в женщинах, в каком-то окружении, может быть, в коллективе. Это вот сюда все. И в первой карте говорят о том, что у вас тут такой потенциал, вас видят в любом случае сильной личностью, слишком, может быть, даже яркой. Так вот как-то. Конкуренткой сильной. Так, счастье это о чем тут? Письмо. Ведьма. Леса. Вот это как-то касается вашего продвижения вверх по лестнице, карьерной лестнице, в любом случае, любых ваших достижений. Почему-то вот счастье, я спрашиваю, счастье, новости тут. Тут как будто бы у вас какой-то период такой, карта бездействия и карта новости, как будто бы никаких уже сейчас сообщений вот сейчас не приходит таких, или как будто вам даже по карте ведьма, вам нужно узнать, куда, может быть, двигаться, что предпринимать, или правильно ли вы что-то делаете для того, чтобы, может быть, обезопасить себя в будущем, потому что тут опять карта леса, какое-то окружение вокруг вас. Я не буду говорить, что оно прям очень враждебное, но не зря вот эта карта выходит, вот как будто неустойчивая. Где-то даже ваша беспечность, где-то ваша может быть, наивность, вот такой вот наивно же ты сидеть на этой жердочке на высоте на какой-то и надеяться, что ничего не случится. В любой момент можете упасть. То же самое это может касаться наивно ваших желаний построить отношения с людьми, которых вы не слишком, допустим, хорошо узнали. Наивно надеяться, что вот, если вы будете в открытую, честно как-то играть, то и в ответ вы будете получать то же самое. Скорее всего, если вы так себя вели, люди посчитали вашу честность и открытость как проявление слабости или даже глупости какой-то, беспечности. Да, это никто не оценил как, уж не знаю, как добродетель, как призыв к тому, чтобы они будут с открытыми ладонями, с открытыми, как, знаете, как помыслами. Нет, тут какие-то хитрые лисы вокруг вас. Ой, тут карта счастья, вот как-то, тут у меня счастье, новости, тут как будто бы вот опять-таки карта, говорящая о том, что какую-то вот эту энергию, которая внутри каждого из нас, это есть энергия, запас этой энергии вам, карта огонь, и стоит направить не на попытки даже выстроить там какие-то с вашего может, как-то ваше видение нормальных, здоровых взаимоотношений. Тут говорят, ты слишком много времени и энергии вкладываешь в то, чтобы где-то даже переделать окружающих, где-то на то, чтобы, может быть, доказать им что-то, что так нельзя, как они там себя проявлять. Вот тут как-то так вот, почему-то между строк вот это вот. И это своего рода, девочки, тоже может быть как проявление гордыни. Посмотрите на это с другой точки зрения. Но в любом случае, не буду вас поучать, но тут говорят, вот эту энергию все нужно направить на себя, на вот построение вот этих своих там каких-то, вот у вас задачи есть, решение этих задач, мечтаний ваших. Вот, и вверх по лестнице. Конечно, другое дело, если по карьерной лестнице, то вы хотите, не хотите, вы будете тут пытаться коммуникации выстраивать. И без них никак вверх по карьерной лестнице не пробьешься. Тут такой нюанс. В любом случае, говорят, как будто бы, может, как-то по-другому попытаться с этими людьми себя вести. То есть ваше тут желание в открытую играть и честно и прозрачно, мягко говоря, никто не оценит и уже не оценил. И как будто бы вы еще малой кровью отделались, да, если у вас тут какие-то проблемы были, то еще вас, скажем так, Бог миловал. Вот почему-то мне такое вот идет, вот такие вот странные какие-то карты на вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, мы смотрим.
кто грезит вами и будет ли этот человек предпринимать какие-то конкретные шаги, да? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги со стороны этого человека в вашу сторону? Кто грезит вами? Будут ли шаги предприняты? Кто грезит вами? Будут ли предприняты им какие-то шаги? Так, кто грезит вами? Будут ли предприняты какие-либо конкретные шаги? Будут ли шаги со стороны этого человека? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Так, кто грезит? Ух ты. Дьявол, расставание. Король жезлов. Интересно. Опять вышли иллюзии. Так, вышел у меня король жезлов, с которым точки над «и» расставлены. Может быть, ссора, выяснение отношений, прояснение какой-то ситуации было. Король жезлов – это мужчина яркий, харизматичный, наполненный энергетически, такой достигатор, увлечен очень, может быть, новая сфера деятельности, там, любое у него хобби, да, такой идейный вдохновитель, за ним люди идут, он может сам гореть вот какой-то идеей и увлекать этой идеей тысячи людей. Опять-таки, сексуально активный, лакомый кусочек для многих женщин. Не обязательно даже он будет там особо как-то прикладывать усилия для того, чтобы женщин заполучить, да, оно у него как-то мимо воли его получается так спонтанно, все девушки на него точно реагируют, трудно устоять. Тут как-то в отношении вас, может быть, с вами, да, какая-то была ситуация прояснения, и тут карта зверь, интересно, сад, иллюзии принятия, то есть ситуация вполне возможно. О чем это? Вы могли, допустим, видеть его одним, или его какие-то проявления, поступки, или мотивы его поступков расценивать по одному, а тут эта карта зверь, это говорит о том, что где-то вы увидели, знаете, как подноготную, где-то увидели то, что изначально или не замечали, или не хотели замечать, или же это было скрыто. То есть я так это трактую, как его какие-то действия, опять-таки, увидели, поступки. В каком-то таком свете оно вам это все подсветилось, не очень приятно. И это как-то связано, допустим, карта сад, это с его реализацией, о том, что может человек идти по головам, использовать людей, где-то ради достижения амбиций каких-то своих, этого же карьерного роста, может быть, зарабатывание денег. Человек мог, мягко говоря, пренебрегать какими-то принципами, законами, моралью. В общем, все из этой серии, девочки. При этом ваше состояние, скорее всего, вы его видели, иллюзии, видите, в розовых очках девочка, и тут эти очечки у вас разбиваются. Туз мечей – это болезненная ситуация, очень болезненная. И по факту это уже прошло. С этим человеком у вас уже это все было. И тут уже принятие. Где-то принятие ситуации, скорее всего. И этот человек тоже это переживал, состояние. Скорее всего, это уже пришло осознание, это вы прожили это все. Какой этот человек? Человек любит красивых женщин, вообще любит, обращает внимание на женщин красивых, любит себя окружать всем красивым. Так, друг.
Круг наблюдения, дьявол. Ну, тут у него вполне возможно, ну, знаете, мне кажется, это больше история с вами связана. Это мы на него смотрим, но тут история о том, что он с какой-то женщиной, может, изначально красивая, муза, вдохновляющая, как райская птица. Она на него произвела огромное впечатление, эта женщина. Они были как будто бы изначально друзьями. Но при этом люди друг за другом подглядывали, смотрели, ловили каждое движение друг друга. Может быть, где-то старались узнать какую-то информацию скрытую. Знаете, когда люди друг от друга скрывают какую-то информацию, а вот тем не менее очень интересно это все узнать друг о друге. По дьяволу тут влечение, роковая связь, может быть, больная зависимость, где-то, ну да, вот как залипли. По крайней мере, мы на него смотрим, он залип на эту женщину. Потом было расставание болезненное, какие-то сплетни. Может быть, причиной расставания тоже сплетни какие-то. Или информация какая-то тут могла повлиять. Так, и карта сова. Ну, мы смотрим на мужчину больше, да, то есть он старается как-то мудро к этому всему отнестись. Может быть, даже какая-то подмена понятий у него в связи с этой ситуацией, знаете, получал одно, но он тут же может сам себе говорить, это к лучшему, все равно, допустим, у нас ничего бы не случилось. Или, ну, так хорошо, что нас развели, иначе бы это бы дошло вообще до какой-то там точки невозврата, да, было бы еще более болезненно и хуже. Ну, тут как-то так вот приходит. Тут карта сова, это мудрость, и тут принятие. Человек как-то пытается по-философски, вот этот мужчина, смотреть на эту какую-то очень болезненную ситуацию. Где-то такое у меня ощущение, как будто бы даже пытается вытеснять эту какую-то там боль от расставания, где-то по дьяволу эту зависимость пытается он приглушить, доказать себе, что да, наверное, ничего и не было, хотя при этом же 100%, я думаю, понимает, что было таки что-то. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, вот этот человек вот грезит вами. Так, будут ли конкретные шаги с его стороны? Так. Будут с его стороны какие-то конкретные шаги? Ух ты! Ой. Знаешь, не могу понять, тут такие у него страсти. Знаете, первое время тут по иерофанту, скорее всего, человек может быть духовный рост, развитие, опять-таки, как-то, может быть, даже человеку будет увлекаться психологией, будет пытаться даже разобраться, что это было и на самом ли деле это, и как это интерпретировать, его увлечение вами. Тут будет, знаете, вот эта карта фея, и следующая карта тут как будто бы боль, печаль, разочарование какое-то. Он может думать, знаете, вот фразы типа, ну не судьба нам, значит в следующей жизни встретимся, да, или ну, не удалось нам эти шансы взять, или мы их как-то не так использовали, исковеркали. Вот тут такой вот, повторюсь, как философский какой-то взгляд на эту всю ситуацию. Как будет уходить вот по этой карте у меня, как в астрал, нет, куда-то выходить вот в какие-то такие дебри, да, типа, ну, как вымышленный параллельный мир. Вот так вот, как-то ему проще в этом мире жить. Не конкретно предпринимать что-то, а где-то так абстрактно, на расстоянии, может быть, наблюдать, на расстоянии там узнавать, при этом человеку плохо. При этом у человека какое-то такое странное, тут двоякие какие-то такие эмоции у него. С одной стороны, ему бы очень хотелось, чтобы вы были удобны, чтобы вы где-то под него подстроились, чтобы это вы какие-то прикладывали усилия для того, чтобы там не потерять его. Понимаете? А с другой стороны, он понимает, что как вы как талисман, когда рядом с ним были, допустим, может быть рядом, то наполняли его, у него элементарное желание было что-то творить, и энергии больше, глаза горели.
и там действительно там амбиции какие-то, и оно у него само спорилось. При этом по ящику Пандоры запретный плод. Я уже не знаю, почему такие эмоции. Тут мы больше смотрим действия, но тут больше как вот описано и вот метания такие вот. Ящик Пандоры соблазнительная, где-то роковая, где-то тянет, где-то даже, может быть, сравнивает других женщин с вами, но тут явно другие женщины, даже если они красивше, моложе, уже не знаю, еще что-нибудь, тут, ну, вот не цепляет. Ну, может, да, он оценивает их там, понятно, может быть, пытается даже как-то в противовес вам что-то даже выстраивать, но при этом вот не цепляет что-то такое тут. А тут в ящик Пандоры вы таки остаетесь для него манкой. И тут карта Эрос, сексуальное влечение к вам. И тут туз жезлов тоже об этом говорит, что ну, накрывает, ну хочется прикоснуться, хочется где-то увидеть лишний раз. У кого-то тут явно не просто увидеть, да. По тузу жезлов это скорее уже действие, да, но если действие и будет, смотрите, тут же карта звезда, то есть если и будет действие от него, то это не в ближайшее время, девочки. И это дальше мне карта идет мечты. Видите, девочка держит розового фламинго, это. И тут карта вот феечки. Это говорит о том, что это все вот в моменте ему это хочется, да, но в то же время он сам себе говорит, хорошо, и это будет, но это попозже. И тут же это перерастает в разряд всего лишь мечтаний. Тут карта мудрость, там у нас карта сова выпала мудрость. То есть он под это еще все какую-то подтягивает философию. То есть где-то даже дает оправдание, где-то даже, ну типа, да, если нам судьба встретится, мы встретимся, да, как бы, чтобы оно так вот случилось само, как-то так ненароком, чтобы, может быть, и вы проявились, но совсем не факт, что если вы проявитесь, то будет нормальная реакция. Ну и вообще тут мне показана ситуация, вы уж, конечно, извините, что карта как будто бы старость и рукопомощь. Это вплоть до того, что человек будет до старости где-то вами грезить и ждать рукопомощи даже не то, что от вас, а это как будто бы от Вселенной, как будто бы если оно так сложится, если нам суждено быть вместе, повторюсь, мы встретимся. Вот тут как-то так, девочки. Если бы тут в конце был туз жезлов, я бы сказала, да, человек действительно примет решение, сделает шаг, это действительно что-то. Но тут же у меня карта выпала. Звезда и мечты. То есть он вот эту вот как бы мечту, это для него, вот вы остаетесь такой же мечтой. Если и будет какое-то к вам движение, да, то это скорее не скоро. По звезде это очень отдаленное будущее. Рукопомощи это от вас. Ну, я спрашиваю, рукопомощи это от вас? Нет, карта отторжения. То есть даже не от вас. Я повторюсь вам еще раз. Если у вас есть желание там самой проявиться, ничем хорошим это не закончится. Скорее всего, он испугается, он не время, не место, и вообще как-то это может интерпретировать неправильно. Как будто бы рукопомощи, может быть, как высшие силы сведут, да? Вот ты этого хочешь. Да, карта скоробей, ценность. В этом будет именно ценность этой ситуации для него. Чтобы как будто бы ни вы не жертвили и не проявлялись, и, соответственно, если вы проявите, значит, у вас уже какие-то ожидания есть, а не факт, что он готов, знаете, как вам сказать, не готов оправдать ваши ожидания, готов к каким-либо форматам. Тут как будто бы, вот знаете, если такая какая-то ситуация, вот вы где-то столкнулись, да, и завязался разговор, к чему-то оно привело, какое-то такое вот, никто никому не должен, никто не должен соответствовать и оправдывать чьих-либо ожиданий. Вот куда пойдет, туда пойдет. Как будет ситуация развиваться, так и будет. Вот поэтому, тут, по-моему, этот человек очень боится каких-либо разочарований и с вашей стороны в нем, и сам не хотел бы тоже лишний раз там даже чем-то рисковать. Такое ощущение. Но я правильно понимаю, что с той стороны каких-то конкретных шагов нам не ждать? Сплетни собирать будет или слушать, или карта метла. В этих лицах видишь. Ждем тебя. Вот ждем от тебя карта башни и стабильность. Стабильно ничего мы от него не ждем, девочки. Ни от кого ничего мы не ждем. Мы живем своей наполненной яркой жизнью, и
тут, скорее всего, чего от него ждать. Где-то будут сплетни о вас собирать, жадно впитывать про вашу вторую половинку. Может быть, о каких-то мужчинах, которые вами интересуются. При этом понимать, что ну, он также и нуждается в вас. При этом понимать о том, что по карте Арлекин может быть как-то нестандартно к ней проявиться, но тут же и сам от себя эти будут гнать мысли. То есть не ждем ничего. И ничего не ждем, ни на кого не надеемся. Да, живем и радуемся, улыбаемся и машем. Все, мои хорошие. Такой сегодня вышел расклад. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.